Всем привет! Сегодня я расскажу, как посещать туалет на Филиппинах, какой туалет и ванная комната здесь на Филиппинах у нас, какого размера, как она выглядит. Сейчас я все покажу и расскажу, по сравнению к чему я привыкла, это очень сильно отличается, так как здесь такого нету, как к чему я привыкла. В общем, также расскажу то, что здесь на Филиппинах обязательно все должны носить с собой в сумочке туалетную бумагу, салфетки, потому что здесь на Филиппинах в каких-то заведениях, кафе, ресторанах, либо же просто в торговом центре, либо же где-то дальше в провинции, не всегда в туалете присутствует туалетная бумага, а здесь на Филиппинах пользуются по-другому, можно сказать, подмываются руками. Да, подмываются рукой и водой. Да, действительно, это такое здесь есть, и очень-очень часто можно встретить. Для меня это было очень большим шоком, когда я увидела, что нет туалетной бумаги, и первым делом, что я у Роберта спросила, как нужно ходить в туалет, а для чего эта бочка с водой стоит? В туалете прям бочка с водой. Я не знала, что нужно делать с этой бочкой. Бочка с водой стоит и ковшик. Блин, для меня это был огромный шок, когда я узнала, действительно это для этого, типа подмываться водой и рукой. Да, это звучит не совсем красиво для некоторых людей, но действительно, да, здесь на Филиппинах это присутствует, и кто желает посещать Филиппины, либо приезжать, должны быть в курсе, что да, вас ожидает такое, и можете встретить, потому что не везде есть туалетная бумага. И не везде ее оставляют, ложат специально для бесплатного пользования, для того, чтобы люди, например, могли воспользоваться. Сейчас я покажу, как у нас выглядит ванная комната здесь на Филиппинах. Первым делом, когда я уже подошла к двери, мне нужно снять тапки, в которых я хожу по комнате, и переобуться в другие тапки. Потому что здесь пол, он постоянно у нас мокрый. Вот как выглядит наша очень уютная ванная комната. Что меня удивило, что здесь очень высокие двери. Но вот эта вот штучка, она достает почти до моей головы. И когда я моюсь, мне надо вот так вот приседать и мыться просто вот так. Или просто сидеть вот так и мыться. Потому что оно прям на мою голову достает. Мне неудобно. Даже рука вот не перемещается, чтобы помыться. Поэтому здесь на Филиппинах люди маленьким ростом, и поэтому мне приходится, я чувствую себя огромным великаном по сравнению здесь на Филиппинах люди маленького роста. И мне нужно либо приседать, либо просто садиться и мыться сидячи. Ну вот. Почему не сделать повыше? В общем, здесь всегда у нас вода, потому что вот есть слив и туалет здесь стоит. Тоже постоянно здесь стоит вода. У меня тапки всегда мокрые. Поэтому всегда резиновые тапки. А в туалете почти в каждом доме здесь на Филиппинах будет присутствовать такое ведро. У кого-то больших объемов, у кого-то я видела прям целый огромный вот такой тазик. Целый огромный.
И он не просто так стоит, потому что у многих здесь вода, и здесь на Филиппинах люди не используют в туалете, например, при похождении в туалет люди не используют туалетную бумагу. Поэтому набирается вода, и всегда в каждом доме будет такой контейнер, кувшин, которым будут пользоваться. В общем, это самое очень интересное, когда я была... В общем, самое интересное, мой первый опыт я расскажу. Когда я ходила, есть на Таглан, это такой небольшой городок, там была школа, и вот там был отдельный туалет, и это был выходной день, и мне надо было срочно в туалет. И когда я пробежала туда в туалет, я не понимала, зачем эта бочка стоит вместе с кувшином. И первый мой шок я испытала, я выбежала с туалета и говорю: Роберт, а что, нету бумаги? А для чего там бочка с водой? И я видела, что как другие девушки брали такой кувшин, воду набирали и брали вместе с собой в туалет. Если честно, я в шоке была, это мой был шок, я в шоке реально была, что, блин, нету туалетной бумаги в туалете, а воду используют с кувшин. Да, и люди реально вот так вот набирают и потом моются. Это... Честно, я не пробовала. Вот, потому что я к этому не привыкла. Для меня всегда нужна там туалетная бумага, это норма. Но вот на Филиппинах можно очень часто встретить в каких-то заведениях, что вот стоит бочка с водой, ведро и кувшин. Вот такое очень часто можно встретить. И вот люди используют вместо туалетной бумаги. И в каждом доме тоже присутствует такой кувшин с водой в ведре. Вот так. Обычно это, наверное, вот так. И, короче, вот так. Это смешно. И, короче, это вот так вот. Мыться, можно мыться. Вот. Дальше я не знаю, как там используют. Это чисто мое воображение, как используют кувшинчик. Без туалетной бумаги.